Simon Whitfield has moved into the lead. Simon Whitfield just put his foot. Simon Whitfield takes to the front. Simon Whitfield, gold. Simon Whitfield across the tape has won. Simon Whitfield has provided Canada. Simon Whitfield, how does that sound? Unbelievable. Попасть в завал на Олимпиаде. В первой в истории олимпийской гонки по триатлону. Тот самый момент, когда весь мир впервые смотрит на этот вид спорта на Олимпиаде. Большинство закончили бы гонку. Этот человек продолжил. И через час с небольшим стал олимпийским чемпионом. Это канал On Your Mark Triathlon News. Сегодня история человека, который сделал триатлон олимпийским. Саймон Сент-Квентин Уитфилд. Канадский триатлонист, олимпийский чемпион и легенда спорта. Родился 16 мая 1975 года в Кингстоне, Онтарио в Канаде. Он считается одним из величайших триатлетов в истории планеты. Четырехкратный участник Олимпийских игр: Сидней 2000, Афины 2004, Пекин 2008, Лондон 2012 года. После этих игр он и завершает свою карьеру. Саймон Уитфилд – двукратный олимпийский медалист. Золото Сиднея и серебро Пекина 2008 года. Он 10-кратный чемпион Канады и многократный победитель мировых этапов Кубка мира. И здесь самое главное не цифры. Самое главное момент, когда именно он стал лицом нового и на тот момент очень молодого олимпийского спорта. Триатлона. Он не рос будущим чемпионом. Футбол, бег, обычный активный канадский мальчишка. Поворот в карьере – это детская программа развития триатлона в Канаде Kids of Steel. Саймон вырос в Онтарио, где в детстве занимался футболом, но по сути рано проявил себя в триатлоне. Впервые участвуя в детских триатлонных соревнованиях Kids of Steel в возрасте примерно 11-12 лет. Барри Шепли – это канадский тренер, наставник и легендарный специалист в триатлоне, который сыграл очень важную роль в становлении Саймона Уитфилда как спортсмена топового уровня. Шепли был одним из основателей программы Kids of Steel, серии детских триатлонных гонок в Канаде, где молодой Саймон впервые попробовал триатлон и начал свою спортивную карьеру. Именно через эту программу Уитфилд познакомился со спортом и начал развиваться как триатлонный атлет. Барри Шепли был главным тренером канадской сборной по триатлону, включая период с 1991 по 2001 год, и работал с молодыми талантами, включая и Уитфилда на ранних этапах его карьеры. Даже после становления Уитфилда как олимпийского чемпиона, Шепли оставался значимой фигурой в триатлонном сообществе и продолжал поддерживать развитие спорта в Канаде, способствуя тем самым продвижению будущих поколений. Барри Шепли был одним из ключевых тренеров, наставников и первооткрывателей таланта Саймона Уитфилда, особенно в его юные годы через программу Kids of Steel. Также тренером знаменитого канадского триатлониста Саймона Уитфилда был Лэнс Уотсон. Лэнс Уотсон – известный тренер по триатлону, который работал с ним в период подготовки к Олимпийским играм, включая именно те, где Уитфилд выиграл первое золото на Олимпиаде 2000 года в Сиднее. Лэнс Уотсон – опытный тренер с многолетним стажем, который готовил спортсменов к международным соревнованиям, работал на 5 Олимпиадах и сотрудничал с самыми успешными триатлетами в мире. Он помог Уитфилду выстроить систематичную программу подготовки, что стало, в принципе, важным фактором для его олимпийского успеха. С достаточно раннего подросткового возраста он уже тренировался серьезно. К 15 годам триатлон стал его главным видом спорта, и с этого момента он начал свой международный путь. Саймон позже скажет: «Мне нравилось делать все и не выбирать что-то одно». К 15 годам он уже знал, это не игра. Триатлон – это его жизненный путь. Саймон также провел часть юности в Австралии во время учебы, где он смог полностью погрузиться в спортивную культуру и усилить свою базу в беговых дисциплинах. Для триатлета 90-х годов это университет выносливости. Там его не учили выигрывать. Там его учили просто терпеть. Он станет известен не рваному темпу во время гонок, а именно умением доживать гонки до конца.
Его международный дебют был впечатляющим. Уже в 1999 году на Панамериканских играх Саймон завоевывает бронзу. Он достаточно быстро утвердился как лидер триатлонной сборной Канады и к 2000 году уже был готов к самому большому испытанию. Первым в истории играм Олимпиады. Олимпийским играм, впервые включившим триатлон в олимпийскую программу. Конец 90-х годов, Саймон – лидер сборной Канады. 99-й год, Панамериканские игры, бронза. Не сенсация, но феноменальный сигнал мировой элите. Всей мировой элите. Триатлон готов к Олимпиаде, и Саймон Уитфилд, безусловно, тоже. Триатлон впервые появился в программе Олимпийских игр в Сиднее 2000 года. Именно там Саймон переживал свой первый знаковый момент. Завоевал золотую медаль. Первый олимпийский триатлон в истории. Давление чудовищное. Гонка оказалась супер драматичной. Во время велоэтапа он и несколько соперников попадают в завал. Асфальт, боль, потерянные секунды, даже минуты. Он поднимается и возвращается. Уитфилд сумел не просто подняться, вернуться в пелотон, а затем провести невероятный беговой отрезок, пройдя всех соперников по очереди. Ведь именно на беговом этапе в триатлоне начинается охота. Один соперник, второй, третий. Последний километр он уже впереди, но все еще в тройке призеров. А на финише золото. Первое в истории олимпийского триатлона. Его результат 1 час 48 минут 24 секунды. На ближайшие 12 лет вперед до 2012 года оставался самым быстрым в истории олимпийского триатлона. Сейчас время не так ценят, как раньше, ввиду просто разных рельефов трассы. Золотая медаль не просто стала спортивным достижением. Она перевернула все представление не только канадцев, но и всего мирового сообщества о триатлоне. Вдохновила целое поколение будущих атлетов. В Сиднее 2000 года триатлон стал настоящим олимпийским видом спорта. Помимо Олимпийских игр, Саймон доминировал на национальном уровне. 10 подряд титулов чемпиона Канады. С 1998 и до 2007 года он непрерывно приезжал на национальный чемпионат и побеждал. За всю карьеру одержал 23 победы и 31 раз был на подиуме. Всего в его рейтинге 105 стартов мирового и европейского уровня, исключая локальные старты и национальные чемпионаты. Его успешная серия включала победы в разных городах по всему миру, что сделало его одним из наиболее узнаваемых триатлонистов по версии International Triathlon Union. После золота игр Олимпиады ты уже больше не охотник, ты просто цель. Афины 2004 года, 11 место. Без подиума для него прошла Олимпиада. Уитфилд скажет: это был мой самый важный финиш, без медали. Он понял, золото, олимпийское золото, не делает тебя вечным спортсменом топового уровня. На Олимпиаде в Афинах 2004 года Уитфилд столкнулся с неожиданными сложностями. Он финишировал 11-м. Результат, который он сам описал как разочаровывающий. И как важный урок на пути взросления как спортсмена. На тот момент ему всего лишь 29 лет. Он признавал, что даже не был готов ментально и физически так, как следовало. Но это поражение стало поворотным моментом, заставив пересмотреть подготовку и стратегию. Пекин 2008 года. 33 года. Возраст, когда большинство уже ушли. Он возвращается. Серебро. Финишный спорт. И это еще одна история. Первый триатлет в мире с 2 олимпийскими медалями. Золото Сиднея 2000 года и спустя 8 лет 2 олимпийских цикла серебро Пекина. Позже у нас появится Алистер Браунли со своими 2 золотыми олимпийскими циклами. Через 4 года на летних Олимпийских играх в Пекине Саймон возвращается на подиум и завоевывает серебряную медаль. Финал оказался просто драматичным. Он отставал от лидеров до последнего километра. Но мощным финишным рывком пробился сквозь группу и занял 2 место. Всего в нескольких секундах от немца Яна Фродена.
Про него мы еще расскажем. Это отдельная история спортсмена. В Пекине 2008 года была историческая гонка, поскольку впервые в олимпийской истории один и тот же триатлет выиграл более одной медали. Кроме Олимпийских игр, Уитфилд также победил на играх Содружества 2002 года золото в Манчестере, бронзовый призер Панамериканских игр 1999 года. Эти результаты добавили к его резюме статус одного из самых титулованных триатлетов своего поколения. Особый знак уважения, когда Саймон был знаменосцем сборной Канады на Олимпийских играх дважды. Примечателен тот факт, что в Сиднее 2000 года он несет флаг на закрытии Олимпиады после своей золотой медали. А спустя 12 лет в Лондоне 2012 года на открытии Олимпиады. Открытие Лондона 2012, где он стал первым триатлетом-флагманом своей страны на церемонии открытия Олимпиады. Дважды. Уважение не только за медали, а за путь. Это отражает не только его достижения, но и уважение со стороны всего олимпийского движения. В многочисленных интервью и видео Саймон подчеркивал, семья была его опорой на протяжении всей карьеры. У него есть жена Дженни и 2 дочери. И он говорил, что успех приходил не только благодаря тренировкам, но и благодаря честной организации времени, четким семейным ритуалам и поддержке жены. Он упомянул, что поддержание режима было ключевым. Менять тренировки он мог только тогда, когда семья могла адаптироваться, и это помогало сохранять стабильность и гармонию. Также из самых интересных фактов он говорил: у моей сестры и меня расстройство сна, которое стало моим главным оружием в жизни. Мой величайший подарок, который мне когда-либо давал, это возможность спать где угодно и при этом нуждаться в гораздо меньшем сне, чем кому-либо еще. Думаю, у меня и сестры определенно есть какое-то расстройство сна, и я считаю, что это плюс. Я бы никогда не захотел это менять. Количество REM, которое я получаю за 5 часов, может занять у кого-то другого 10 часов, и я думаю, что могу восстанавливаться гораздо быстрее, потому что сплю очень глубоко, если объяснять это простыми словами. 25, 30, 40, 50 часов тренировок в неделю, но всегда семья. Он говорил, если спорт разрушает семью, это плохой спорт. В интервью Саймон рассказывал, он регулярно тренировался 25-30 часов в неделю. Считает, что его долговечность в спорте обеспечена не только физическим трудом, но и правильным отношением к процессу подготовки, где важнее усилия и подготовка, чем сами результаты. Он также делился, как работал над улучшением слабых сторон, например, над техникой плавания, и как игровой подход помогает развиваться. На Олимпиаде в Лондоне 2012 года Саймон пережил, наверное, худшее за свою спортивную карьеру. Падение на велоэтапе. Посмотрите, как это было. Swim coming out of the water. Well, there's a faller there, and that's Tyler Butterfield from Bermuda, who's taken a tumble on the bike, and a hefty one it looked like as well. He hadn't even got his feet, I don't think, into the cycling shoes going over that bump and just completely lost it. Oh, and he's taken another rider down with him as well. Well, that was a really hefty. В результате падения он сломал ключицу и был вынужден закончить гонку досрочно. Хотя это был тяжелый момент, но он сохранил уважительное отношение, извинившись перед другим атлетом, который также попал в завал, и продолжал поддерживать команду и спорт. Падение, перелом ключицы, сход. Это не красивая точка, это честная точка. В октябре 2013 года Саймон официально объявил о завершении профессиональной карьеры, охарактеризовав это как переход к следующей главе жизни. Он ушел с соревновательной арены после почти 20 лет на международном уровне, оставаясь одним из самых уважаемых и последовательных спортсменов в истории всего мирового триатлона. После завершения карьеры он был введен сразу в несколько залов славы. Зал славы канадского триатлона 2013 год. Зал Международного союза триатлона 2015 год. Канадский зал славы спорта 2017 и канадский зал олимпийской славы 2019 год. Эти награды подчеркивают его вклад в спорт Канады и мирового триатлона в целом.
После ухода из спорта Саймон перешел в бизнес-сектор и спортивную индустрию. Работал в Fontan Group, руководя направлением спортивных развлечений. Он участвует в инвестициях через фонд, поддерживающий технологические и оздоровительные проекты. Активно занимается волонтерством, наставничеством и благотворительностью, в том числе с детской лигой Канады Kids Sport Canada и другими фондами. Вне спорта он наслаждается активным образом жизни, включая сап-греблю, приключения на природе и семейные активности. Саймон Уитфилд оставил невероятное наследие. 4 Олимпиады, 4 непрерывных олимпийских цикла, 2 олимпийские медали, золото Сиднея в 2000 году и серебро Пекина в 2008, 10 национальных титулов Канады, победы на этапах Кубка мира, залы славы и многочисленные награды. Его путь — это история о настойчивости, работе, любви к спорту и балансе семьи и карьеры. Сейчас, завершив профессиональную спортивную карьеру, Саймон Уитфилд стал соучредителем инвестиционного и консалтингового бизнеса. Опираясь на жизнь, посвященную спорту, посвящен активному и здоровому образу жизни, работе с предпринимателями и компаниями, которые продвигают, улучшают и поддерживают оптимальное здоровье и активный образ жизни. В феврале 2016 года Саймону Уитфилду была присвоена почетная докторская степень университета Гуэлфа. Это колледж бизнеса и экономики отметил Саймона за спортивные достижения, широкий вклад в сообщество и наставничество на протяжении 2 десятилетий. Саймон очень серьезно относился к роли посла триатлона в Канаде и посла Канады в мире. Он поддерживает множество благотворительных организаций и любит мало что так сильно, как наставлять молодежь, чтобы она нашла свою страсть. И единственное, что он любит больше всего, это его семья и его важная роль, независимо от того, что он выиграл, как сильно тренировался или как он устал после рабочего дня. Для своих детей он просто папа. Иногда один старт меняет спорт. Это про Сидней 2000. Иногда одно падение приводит к золоту. Саймон Уитфилд — человек, который сделал триатлон олимпийским. Спасибо, что досмотрели до конца. Это был канал On Your Mark Triathlon News. До новых встреч!